Конкурс, друзья, мы в Марбелье. Всем привет, друзья! Вы на канале Марка Высотина, и в этом видео вы узнаете, как я прошел свой Ironman 70.3, чемпионат мира, который прошел в Марбелье. Это надо удалить. Погнали! Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в Марбелье. Мы приехали с Саней буквально вчера, арендовали машину, погрузили все наши вещи необходимые и поехали сюда. Дорога заняла 7 часов, поэтому вчера, к сожалению, снимать не получилось, не захотелось уже. Поэтому с сегодняшнего дня я вам показываю наш быт, показываю, где мы живем, показываю, как будет проходить наша подготовка к чемпионату мира Ironman, который проходит в Марбелье в Испании в этом году. И буду показывать то, как у меня получится его пройти. Конкурс, друзья! Вам для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, нужно сделать всего такие вот простые вещи. Вам нужно написать комментарий и поставить лайк. Из всех людей, кто напишет комментарий и поставит лайк, неважно, что это будет, я выберу одного человека, который получит от меня следующий набор призов. Приз номер 1. Медаль участника чемпионата мира. Шучу. Приз номер 1. Шапочка участника чемпионата мира. Не шучу. Реальная шапка, в которой я плыл. На плавании, как вы знаете, я достаточно быстр. Я стал 4-м. Вот такая вот шапка моего цвета, фиолетового, пойдет к вам. Здесь написано Ironman World Championship, Марбелья, Испания. С другой стороны написано Рока и также написан еще мой номер. Но мой номер не сильно здесь виден, и я уверен, что в ближайшее время он сотрется, так что вы сможете понтоваться перед своими пловцами, друзьями и говорить, что вы были здесь. Возможно, даже вы скажете, что вы видели самого Марка Высотина. Следующее, что вы получите, участвуя в этом конкурсе, это будет вот такой вот пакет Bike Gear Bag, который я лично использую как сетку для плавания. Я же хорош в плавании, друзья. Вот сюда вот вы кладете свои вещи. Эта сетка очень удобна. Сейчас покажу, как лично у меня точно такая же. Вот у меня точно такая же сетка, в которой я храню все свои плавательные принадлежности. Беру ее с собой на плавание. Сюда все засовываете. Все классно, ничего не мокнет. Это вот у меня с прошлого года World Championship Winfast Race Number. Это из Новой Зеландии, кстати, вот здесь будет видео. А это у вас будет с этого года. Спросите меня, как понять, что с этого года? Да никак, просто World Championship. Просто удобная сетка. Ходите в бассейн. Ну и куда же без вот такого вот очень красочного и красивого плаката, который вы получите совершенно бесплатно. Ironman World Championship Марбелья. Очень классный плакат, как мне кажется, для любителей триатлона. И я уверен, что он сможет украсить вашу стену, возможно, в вашем месте, где вы тренируетесь. Это может быть какая-то комната определенная. И этот плакат будет вас мотивировать. Все это вы получите просто поставив лайк, написав комментарий. Участвовал в таунхаус, достаточно классный, интересный. К сожалению, вчера у нас с Саней был забронирован определенная квартира, очень близко к старту, в 3 километрах всего от самого старта, от точки, где начинается плавание. У нас была забронирована квартира, 7 часов мы ехали на машине, вот так вот я рулил. Мы приехали к квартире, звоню, мне говорят, мы вас заселить не можем, там же живут люди. А у меня было все оплачено и забронировано уже 1,5 месяца назад, потому что я знал, что в это время там будет проблема найти жилье, проживание какое-то, потому что очень много приедет спортсменов и все будет по over прайс. Прошлое жилье мы забронировали за 640 евро с 5 по 10, получается 5 дней. Короче, с 5 ноября по 10. И получается, что нам сказали нет. Нам пришлось срочно звонить в Booking, объяснять ситуацию. Мы начали искать какие-то варианты рядом. Нашли вот такой вот домик. Вот это все наше. И сверху мы сейчас с вами снимали. Дом я сделаю обязательно обзор со своим садом таким вот, с видом вот там вот гольф-поля. Это стоило 540 евро, то есть на 100 евро дешевле. Плюс Booking нам вернул 320 евро за наши вот эти вот нервы, за срочный поиск и за то, что нам, при том, что уже все было оплачено, 640 они вернут за оплату, за прошлую предоплату, которую я делал, и 320 еще дополнительно сделали выплату 50%. Здесь мы классно гуляем, Мерфу вчера понравилось, но мы на самом деле еще ничего не разбирали, вот просто вчера вышли, еще вчера вечером дождь был, мы думали поплавать, но решили не плавать. Я посмотрел расписание, когда регистрироваться, когда будет сегодня банкет, пойдем мы на банкет или нет, мы еще не знаем точно. На самом деле не хочется. Саня у меня вот в таком вот положении, вот в таком вот. Я бы хотел, наверное, просто спокойно провести этот вечер, отдохнуть, дома покушать, все благо есть, псу погулять, конечно же. Сегодня 6 ноября, старт у меня 9, у женщин старт 8. Сегодня по планам у меня
небольшая поездочка 45 минут на велосипеде и потом сразу бег. То есть у меня такой брик небольшой, посмотреть, как все у меня работает. Велосипед работает нормально, не работает нормально, ноги работают нормально, не работают нормально. И потом мы поедем с Саней, скорее всего, получим стартовый пакет, посмотрим мерч и будем, в принципе, отдыхать. Не хочется сильно перенапрягаться. Но сегодняшнее утро мы, конечно же, с Саней начнем с растяжки на нашем собственном газоне, наверное. А может и нет, не знаю. Погнали, друзья. Выехал на тренировку, 25 минут, сейчас будут несколько ускорений, по 3 минуты чуть побыстрее и 3 минуты отдыха. Еду я на вот таком вот коне, это значит конь моего друга Леши, которого вы уже видели в моих видео. Так туда нельзя, ну поедем прямо. Потренироваться и отдыхать, заснять. На велосипеде не особо получилось, потому что все это время, пока у меня тренировка была, 20 минут, мы выезжали из города. И только я выехал на трассу, где будет основной набор. Набор на велоэтапе на 90 километров, 1800 заявлено. Да, хрена, я бы так сказал. То есть выезжаешь из города и сразу начинаешь карабкаться в первую гору, потом чуть спускаешься с нее, и потом карабкаешься в нее еще раз с другой стороны. Это будет непросто. Народу, что самое вообще поразительное, просто все время велосипедисты. Безостановочно мы едем. Я на новом велосипеде, у меня были проблемы с посадкой. Я думаю, что здесь они стали лучше. Я посоветовал со своими русскими байкфитерами, русскоязычными. Один находится в России, в Питере, второй находится в Эмиратах, в Абу-Даби. Посоветовался, они мне дали рекомендации, я выставил по их рекомендациям, вроде чувствую себя получше. Передняя не так сильно загружается, чувствую себя получше. Приеду домой, пойду бегать. Также покажу велосипед, на котором поеду. Народу, как видите, до хера. Что-то все неладно со стартом. Вчера, значит, ехали, отменили нам гостиницу, нашли новую. Пытаемся. Приехал, значит, перед тем, как приехать сюда, сдавал велосипед Лешин в полную настройку. Совершенно полную, сказал сделать, типа все сделать, посмотреть. Приехал, тормоза задние зажаты, то есть колесо херово крутится. Вроде настроил вчера. Сейчас поднимался вот в подъем. При переключение на самом деле сегодня спереди цепь слетала раза 3-4 уже. Ну вот в подъем она опять слетела. И что-то там на самих крыльях погнуло. Сейчас не крутится ни хера. То есть надо будет вести сейчас механику. Непонятно что, непонятно как. Велосипед вот лежит, не едет. Я жду Саню. Сука, просто, если честно, слов нет. Вот как-то все нелегко идет. Знаете, вот есть, когда в жизни идет вот все вот так легко дается. Здесь вот я просто сталкиваюсь с проблемой на проблеме. Вот я одно, окей, решили. Второе, окей, решили. Третье, окей, решили. Нет, ни хера не решили. Вот, пожалуйста, еще что-то. Не понимаю, вообще, мне кажется, уже участвовать, если честно, нигде не хочется. Нигде не хочется участвовать, ничего не хочется делать. Когда в Аргоне мне продавали мой велосипед, говорили, да, конечно, вообще бомбовый велосипед, все замечательно. Аргон 18, который продают в России, вот эта вот компания, да, мне сказали, да, это твой велосипед, все замечательно. Потом я приезжаю на байкфит, мне говорят, а размерчик-то мал. То есть на моем велосипеде ехать не могу. Беру другой велосипед, все пытаюсь сделать, все пытаюсь проверить, чтобы все было замечательно, чтобы приехать, стартануть. Просто выезжаю на покатушку на 45 минут. Ну, то есть это 45 минут, это сейчас, окей. Но окей бы это случилось бы не сейчас, а там послезавтра на точно такой же горе. Таких гор просто миллион. Не то, что это тут гора какая-то лютая, я как-то выкручивал неожиданно. Нет, все должно работать качественно. Что-то ни хера не работает. Повезу, значит, еще, чтобы смотрели мой велосипед. Я стоял сейчас, просто птица насрала на колесо. Саня с велосипедами стоит, очередь в техничку, а я пошел регистрироваться. Спасибо, Сань. Без кепки, без всего. Ну все, сейчас зарегистрируемся, получим стартовый. Пошли, посмотрим, что нам выдадут. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Me alegro. Sí. Tu ID. Estupendo, bienvenido. You can go Gracias. inside and to the right, please. Sí, muchas gracias. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Perfecto. Tu QR. ¿Mi QR? Mark. Sí. Something. Sí. Ok, Mark. Por favor, checa que todo esté correcto. Ok. Нужно купить Spanish лицензию. А то, что у меня есть русская, им, видимо, не подходит. Ну, давайте, блин.
с 25-го года. Исключительно только в странах, где проходят Ironman, только их лицензии принимаются. Такие дела. Мало я заплатил почти 900 евро за участие здесь. Имея российскую лицензию, этого недостаточно. И любую лицензию другой страны вы тоже не можете предоставить, только лицензию местную. Вот, пожалуйста, 25 евро надо заплатить. Такой старт, такой старт. Я está? Muy gracias. Сказать, что я доволен, не могу. Ну, повышим сейчас номер хоть. Hi. Yeah, please. That's all? Я está? Thank you. Вот такой рюкзак. Красивый, да, симпатичный. За 800 евро. Вы можете получить его всего лишь за 800 евро, плюс еще дополнительно что-нибудь заплатив. Вот так проходит регистрация. Сейчас посмотрим, где там Саня. А Саня на том же месте. Сейчас я ей скажу, что нужно лицензию купить было. Я все. Для того, чтобы получить стартовый, теперь нужно купить лицензию. С 25-го года. С этого года только страна, которая принимает, может выдавать свою лицензию. 25 евро дайте, пожалуйста. Короче, Ironman этот. Было такое желание, да, участвовать. Но что-то вот отношение такое, потребительское, реально. Здесь ты должен прийти, здесь ты должен охереть, купить все еще втридорога. Вот такой вот стартовый. Выглядит на самом деле приятно. И большая, что классно. Здесь есть постер. Что написано? Написано «Сила Андалусии». Далее мешки, понятное дело. Вода. Мешки с номером. Что здесь у нас? Напиток Мауртен, который можно использовать и потом как сделать дело. AG. Реклама. Веревочка. Реклама. И огромная реклама. Просто книга рекламная. Недостаточно оплачено было. Еще нужно рекламы добавить. Так, мой номер 1479. Ну, рекламы мало. Еще есть. Так, ну и здесь что у нас? Лицензия, Высотин Марк. Но это не лицензия, это просто чтобы прицепить куда-то. Что еще? Номера мои, шапка, переводилка. Такая шапка. Шапка такая, как обычно, фиговая, с надписью руками. В принципе, это все. Короче, просто я, вот такой вот я, да, участник недовольный. Не знаю, как-то вот раньше мне казалось, что как-то должно быть все поинтереснее. Ты должен давать больше что-то. Конечно же, ты даешь эмоции, да, но для кого-то эти эмоции очень существенные, а для кого-то они уже такие посредственные. Вот я, наверное, ко вторым уже отношусь. Каждый раз какие-то там проблемы, одна, вторая, заболел бок, ты не мог побежать, тут у тебя заболела нога. Организация, наверное, конечно, да, хорошая, места много. Мне нравится больше, чем в Новой Зеландии, допустим. Вообще вот все вот это вот, как это выглядит. Но мы сейчас, конечно, пройдем, посмотрим. Надеюсь, что когда-то мы уже сдадим велосипед в ремонт. Ладно, всего 30 минут стоит. Ну а будем стоять часа 2, наверное. Класс. Мы отстояли в очереди 2 часа 45 минут. Сдали велосипед в ремонт. Нам сказали, что проблему нашу поняли. Ничего страшного. Сказали, что все сделают. Сказали приходить через час, но я показал на Санин живот. Говорю, у меня жена беременна. И можно ли завтра? Нам сказали, окей, чисто для тебя, можно завтра. Чисто поэтому для мы... меня, не для тебя. Ты просто идешь плюс один со мной. Да. Также мы приняли с Саней решение, что мы не будем сегодня смотреть никакой экспо. Экспо очень классный мерч. Нам нравится мерч по виду. Блин, ветер достаточно сильный, капец. Да. Еще и холодно уже стало. Поэтому мы приняли решение, что с Саней мы завтра приедем сюда с утра к открытию и пройдем весь мерч, все посмотрим, все будет в наличии, я уверен. Так что вы используете все плюшки, да. Массажные штаны. Да, уже 3 часа отстояли, уже не хотелось больше что-то ходить, смотреть. Поэтому сейчас мы едем в магазин на закуп еды и домой отдыхать. Время сейчас 4 часа, цвета нам нравятся. Такие, очень красивый мерч. Вот мерч, да, мерч топ. Еще мы пообщались с нашим знакомым, который здесь живет. Говорит, что да, трасса велосипедная будет непроста. В общем, все будет как будет. Это мой чемпионат мира, на который я приехал. Надо постараюсь кайфануть и получить классные эмоции. Да. И не расстраиваться. Не расстраиваться, что там что-то где-то сломалось. Тем более велосипед не мой. Вообще похрен. Ломай. Ну ладно, блин, это шутка. И тут мы уже у нашей машинки. Вот это наша машинка. Ну ладно, блин, это шутка. Вон та, это Саня на Мерс показывает. Все, поехали. Йоу, друзья, всем привет. Новый день. А мы все здесь же. Мы также снимаем на том же самом месте, где и снимали вчера. Сегодня уже мы больше погрузим вас
и всех нас в атмосферу этого праздника. Я иду плавать, после этого иду чуть бегать, а Саня идет ждать меня с нашим микропсом. И потом мы пойдем на, значит, на экспо. Самое главное, нам надо забрать велосипед. А, да, самое главное, забираем велосипед, ну, с 9 часов. Вот, значит, одна из арок, красивая. Вот вторая арка, тоже красивая. Вот такой вот вообще вид, хороший, потрясающий. Пес нас тоже потрясающий, и Саня тоже потрясающая в моей кофте. Потому что холодно, на самом деле, сегодня с утра прохладненько. Я не знаю, ты знаешь, сколько сегодня градусов? Не знаешь. Выход с плавания, транзитная зона. Здесь вот будут стоять велосипеды профиков. Да, как это говорится, сильному разминка не нужна, слабому разминка не поможет. Саня даже готова что-то сегодня купить. Говорит, я хочу что-то купить. Так что будем искать, что же она купит. А вот здесь, кстати, будут наши вещи, наверное. Возможно, здесь будут, а возможно, не здесь. Транзитка огромная. Вот все, сейчас переодеваемся и плаваем немножко. Господи, там бегут, здесь плывут. Что-то везде происходит. Господи, вот спортсмены. Ну, здесь у нас тоже все стабильно. Говорит, может без гидрока поплавать. И люди просто уши надевают. Ни одного без гидрока не вижу чувака. Видел, заходил один. И, скорее всего, уже вышел. Хорошо, если вышел. Утренняя зарядка даже у псов. Так, Короче, принято, друзья, решение выйти в таких очках антибликовых, которые будут лучше против солнца. Проверка очков, проверка гидрока, проверка меня. Но основная проверка будет, конечно, в воскресенье. Сегодня небольшое плавание, легкое, минут 20. Сделать, поплавать, просто прийти в себя, почувствовать воду. И потом сразу пробежаться немножко. Стартуем, друзья, открытая вода. мы хотели прийти утром пораньше, чтобы людей Народу не меньше было. было. Здесь их просто каждую секунду заполняется. Так, ну Пораньше. все, давай, я старт. Ну, ныряй уже, ныряем. Кайши, вообще ничего не видно. Ну, где-то плывет. Дедулька. Не знаю, сколько ему лет, конечно. Но у него джерси длинный, очень-очень старого Ironman. Короче, уважение. Людей становится еще больше. В воде вообще уже как будто стартовая пачка. Солнце, конечно, неприятно в лицо светит пловцам, но надеюсь, все норм будет. Папарацци. По температуре посмотрела 13 градусов, так что стартовать буду тоже где-то 12-13 градусов. В кроксах ноги просто заледенели, поэтому нужно будет одеваться теплее. Но без гидрока это, конечно, смерть. Я не знаю, как выживают люди, которые без гидрока собираются плавать. Но есть такие моржи. Видимо, с каких-то северных стран приезжают. Наш пес Дикий ненавидит воду, но лезет. Мерфи, я тут. Ну, так вот надо забегать. Здесь сразу баба сеяла горох. О, Марк пришел. Нифига себе. Плыть в гидроке было правильным решением. Замерз? Ага, холод собачий. Я даже Сейчас. 100% уверен, что будем плыть в гидроках. Чистая вода. И вообще капец. Да, вода очень чистая. Проплыл, короче, километр ровно. Ты еле 500 метров говоришь туда, вообще. Да. 500 метров туда плыл, 500 метров обратно. Все, 15 минут. То, что нужно было. Капец. Сейчас переоденемся и чуть пробежимся. Согреться, да? Согреться надо. Сначала Марку снимать гидрок в воде. Он меня чуть не послал, но пошел. Оп, ребят, лайфхак, да, чтобы песок не тащить, просто зайдите в воду, снимите, помойте и отнесите уже чистый гидрок. Кстати, и второй чувак точно так же сделал. Молодцы, это прошаренные люди на опыте. Большая стирка. Чечек не найти. Чечек не найти. Мэрфа все уже. Мэрф уже по рукам пошел. Переоделись уже. Бег 4 раза по 200. Короче, все легко. Ты, наверное, хочешь сказать, что правильно, что мы сделали вчера, сдав велосипед, потому что вот эти все люди... Вон там они в самом здесь начале вот сдают. стоят. Они все в техничку. по-любому. Уже, Ну, вряд уже. ли. Просто люди пришли такие с велосипедами. Хотя, может, и просто получить Нет, номера. я думаю, что он людит только с проката. Ну все, пустили, люди поехали. А, ну Нет, всё, половина с номерами точно в техничку едут. Просто вход в экспо под музыку. Быстро все прошли. давай. Ну, йоу. Все, я побежал. Давай. Погнали, чуть пробежимся. Утренняя пробежечка, такая по трассе бегового этапа. Быстрые люди. Вот здесь, видимо, старт. Несколько раз побежим по этому мосту. 2 раза. Здесь стартовый накопитель, как я понимаю. И отсюда стартуем. С какой-то речки, говнотечки. Посмотрим, куда дальше.
Саня вот уже 20 минут стоит в очередь за кофе. И количество людей, кто идет в техничку. Но это больше 2 часов, конечно, да, стоять. А мы сейчас с Саней получим кофе и начнем смотреть, что здесь на Экспо есть интересного. Раз-раз. Так, ну и мы с обзором Экспо. Здесь, значит, на тест дают кроссовки Хока, которые ты можешь взять, одеть, протестировать и вот с таким видом вот так побегать. Ну и здесь, конечно же, еще какие-то кроссовки на продажу. Про Хоку я уже свое мнение говорил, оно, в принципе, не поменялось, поэтому погнали дальше. Очередь реально еще больше. И здесь у нас что? Hi. Have a very nice. Cheers. Такая вот шапка. Мне понравилась. Очки у нас вроде имеются. Сколько розовенького. Вчера, когда я увидел этот стенд, понял, что забыл такую шапку свою, но надеюсь, что не будет жарко слишком. Hi, how are you? Nice. Should I take it? Thank you. Have a good day. Ой, я так люблю это бесплатно. It just goes between your phone case and your phone like this. Ah, yeah. Okay, thank you. There you go. Would you like? Ну, над раном. Марк Высотин. Это я. Такая медаль, надеюсь, она будет у нас висеть. Очень тяжелая, капец тяжелая. Смотри, какие шорты красивые. Шорты красивые, правда. Тебе бы такие, да? Да, Но не если я сейчас. вообще что-нибудь лезла, короче. Ну, сейчас невозможно тебе купить, мне кажется, да? Придется на следующий чемпионат ехать там. Блин, не, нафиг. Но здесь такая только, смотри, рубашка. Вчера взяли вот такие фри-постеры. Очень симпатичные. Special offer. Некрасиво. Мускат. Мускат, Сань. Ну, нам нравится Оман. What is it? Халва. Ну, попробуй. Это вкусно будет, мне кажется. Я. Мне не нравится. Мне нравится. Это как мармеладка. Вот это у меня так. Давай я возьму еще один. Это мармеладка с какой-то приправой. Да. Сань, вот это не хочешь попробовать? Надо обвести полностью, не докоснувшись. Ну все, вроде все работает. Давай-ка покрутим. Летим. Ну, они, короче, эту штуку выпрямили, либо новую поставили, потому что она выглядит очень прямой. Короче, надеемся, что дальше ничего не будет слетать. Это мы проверим сейчас, когда поедем домой. И надеемся, что нигде больше колесо никакое, блин, не спустят. Вот так. Так что погнали. Сейчас идем на Экспо посмотреть основной мерч Ironman. И Саня едет домой, у нее испанский через 25 минут. Друзья, короче, опять принято решение Экспо пропустить и оставить либо на завтра, либо на сегодня на вечер. Сейчас мы едем домой, готовимся, занимаемся испанским и отдыхаем чутка. Рыцарь на коне. Рыцарь на коне. Вот у женщины тоже проблема какая-то. Надо доехать до дома. Я доехал до дома, велосипед я поставлю, и трогать его больше мы не будем. Дышать не будем, да. Так, новости с полей. Мы опять здесь. У Сани отменился испанский, а у меня продолжаются проблемы с переключением передач на велосипеде, которых, в принципе, мне кажется, не должно было быть, но они есть. Поэтому я вернулся, сдал велосипед опять в ремонт. Сказали от 30 до часу, и все сделают. Получается, что мы как бы остаемся здесь, остаемся на Экспо. Сейчас Саня приедет, она доехала уже до дома, и ей написали, что испанский отменился. Вот такой вот старт, вот такие вот пирожки. Так что сейчас будем на Экспо зависать. Надеюсь, что проблем завтра не возникнет с велосипедом. Вот так. Сейчас я вам покажу самое интересное, на мой взгляд, из Экспо. Во-первых, вот такая вот рубашка. Вообще кайф. Жаль, что женская. Мужская вот такая. Блин, мне, конечно, больше нравится женская. Рубашка такая вот 65 евро стоит. И еще мне понравилась шапка. Шапка такая прикольная. Вот такая. Стоит 45 тоже евро. 46 евро. Дальше. Вот такая достаточно классная футболка. Вот она на манекене. Вот так она выглядит. Это Компресс Спорт. Там был Зуд. Это Компресс Спорт. Стоимость 65 евро тоже. Мне, значит, понравились вот такие вот кофты. Вот такие кофты. Вышивка. Само качество очень классное. Здесь какая-то тоже вышивка. Написано Passion Andalusia. Сзади она совершенно простая. Внутри у нее такой приятный, я даже не знаю, что это. Приятный, в общем, материал внутри. Вот такой. Стоимость такой кофты, по-моему, она самая дорогая здесь вообще, что я видел. 165 евро. По-моему, если честно, это все было. Это все основное, что мне здесь понравилось. Ну, конечно, всякие кепки, кофты. В целом, по ценам, конечно, достаточно так мощно. Кепок, конечно, просто. Любую кепку.
Выбирайте, смотрите, какая бы мне понравилась. Ну, такая вот прикольная. World Championship. Бутылочки 17 евро. 17 евро такая бутылочка. Хотите? Не знаю. Хочу я за 17 евро бутылку. Это же просто обычная бутылка. Надеюсь, сейчас заберу свой велосипед и поеду домой спокойно, без всяких проблем, с хорошим, грамотным, классным переключением. Вот так. Бум! Велосипед забрал. Наверное, вывод такой, что нельзя ехать на чем-то непроверенном. Наверное, нужно ездить на своем и велосипеде, и проверять его, и ездить там, не знаю, там неделю, потом ничего не менять, я не знаю даже как. Вроде как все делаешь правильно, максимально обслуживаешь велосипед, и потом вот такая вот шляпа. Надеюсь, короче, сейчас все будет нормально, все будет хорошо работать, и я спокойно доеду до дома, ничего не упадет нигде. Велосипед, кстати, вот такой каньон с каким-то аэробаром, польским аэробаром. Чей велосипед? Алексей Кузьмин. Поехали, в надежде, что все будет good. В общем, друзья, вроде еду. Вроде переключение хорошее, ничего пока нигде не упало, и прям вот как будто переключает четко. Почему сделать так сразу нельзя было, я не знаю. Надеюсь, что больше с этим проблем не будет. Ну и когда буду скидывать спереди на маленькую звезду, думаю, что надо быть поаккуратнее на самой гонке. Буду так не сильно давить, скидывая на маленькую звезду. Зато все, друзья, правдиво. Если вы думаете, если вы, допустим, приезжаете на гонку и видите, что у вас какие-то проблемы, и думаете, что больше ни у кого их не бывает, наверное, бывает. Вот вам правда. Я велосипед никуда не разбирал, ничего не грузил, колеса снял, да и привез. Вот здесь, кстати, у меня тогда и перескочила цепь. И железку эту, которая защищает саму раму, погнула. Сейчас вроде еду нормально. Вот здесь я и стоял вчера. До дома здесь вообще просто на меньше километра, метров 800, наверное, 700. Самое время сделать распаковку нашего жилья. Вход. Заходим, здесь есть лестница на второй этаж. Вот основной вход. Сразу справа у нас комната. Здесь она используется у меня как спортивная какая-то комната. Вещи лежать, велосипед стоят. Теперь уже все нормально с ним. Здесь мои номера, которые я буду крепить. Наклейки. Здесь просто это на основной, на проход. Такая комната. Здесь вход в туалет. Есть свой туалет. Пожалуйста, туалет с душем. Опять же, все спортивные всякие вещи разложены. Здесь у нас, значит, такая кухня небольшая. Здесь основная гостиная. Саня лежит, отдыхает с псом. Лежит, отдыхает псом. Здесь у нас такой выход на нашу террасу. Терраса капец солнечная. Здесь выход на другие такие же дома. Это таунхаус. Там находится гольф-поле. Здесь всякие другие дома. Давайте не будем стеснять женщин всяких. Ну и погнали на второй этаж. Здесь, то есть, одна такая гостиная и комната дополнительная, чтобы 2 человека могло прилечь, отдохнуть. На второй этаж мы проходим. У нас здесь есть наша спальня, основная спальня, шкафы и выход тоже на балкон. Давайте мы его откроем. Пока он будет открываться, покажу, что у нас здесь есть еще свой туалет, непосредственно такой большой. Здесь наша терраса. Такой у нас вид. И также есть еще выход на другую сторону. Здесь нужно остановить подъем. Все. И также есть выход вот сюда. Это еще один балкон. Здесь имеется своя постирочная. Можно постираться, вещи вывесить. Ну и здесь какая-то такая зона отдыхательная. Плюс еще вроде как имеется здесь бассейн где-то на таунхаус комплекс. Вот такую вот виллу мы забронировали 5 дней. Получается 5 ночей, 550 евро. То есть 110 евро ночь. Достаточно близко к старту, 5 километров всего. Ехать с машиной, конечно же, очень удобно. Ну и плюс здесь, конечно же, есть своя парковка, которая отделена от жилых домов для того, чтобы можно было поставить машину и как бы чтобы она не мозолила тебе глаза. Так что кайф. Вот так, сейчас, в общем, все, приехал. Будем кушать, будем брить ноги, брить руки, все, что необходимо делать. Готовиться, смазывать велосипед еще раз и уже отдыхать. Не знаю, сегодня, может, еще какие-то планы найдем для себя, но пока их не было. И пришел, конечно же, момент собирать наши Transition бэги всякие. Transition Bag Blue, Transition Bag Red. Кто не знает, что вот эти все, они совершенно одинаковые, то, что здесь подписано, это не важно. Вы можете любой клеить на любой. Helmet стикер, переводчик. Это стикер, который крепится на Helmet. Helmet — это у нас шлем. Мой номер 1479. Номер на шлеме есть. Номер на Transitional есть. И есть на подседельную трубу. Но лучше мы наклеим сюда, чтобы он дополнительно держал наш бочонок с водой. Не аэр немножко, но что поделаешь. Главное, чтобы держалось. Все, это все. Дальше сейчас мы собираем вещи. Беру с собой ботинки. Сразу сюда положу часы. Не хочу с часами бежать. Такие дела. Едем на постановку велосипеда в транзитку. Попутно проверяем грамотность работы системы переключения спереди. Вроде все нормально. Вроде я буду пытаться ехать, знаете, так аккуратно,
когда переключаюсь, не давить на педали вообще. Это должно помочь. Чувствую ли я себя уверенно с велосипедом? Нет, не чувствую. Но сделаю ли я все, что от меня зависит для того, чтобы проехать этот велоэтап? Да, я думаю, что да. Просто надо помнить о том, что есть определенные нюансы, так скажем. И все, вещи все собрал. Сейчас поставимся в транзитку и будем отдыхать. Время, наверное, примерно часов 4. Надеюсь, что там уже перекрыли дорогу, транзитка, и все будет открыто. Легкий подъезд. Либо надо будет искать, как проехать. Последние девушки добегают. Ну, одни из последних, давайте так, не последние. Одни из самых сильных девушек сердцем и духом уже добегают. Вот такой вот пешеходный переход. Кайф, блин, ну это атмосфера. Топ. Оп. Такая вот транзитка длинная. Но, кстати, видимо, забирать свой велосипед близко буду забирать к выходу. Видимо. Да посмотрим, конечно. 1000. Вот здесь кей. 3800. Это вот сюда. 1390. У меня 1479. Ну, сейчас попробуем найти что-нибудь. Ай, друзья, блин. Так уже. Сегодня смотрели девушек. Выиграла Люси Чарльз Баркли. Уже вот сегодня, блин, хотелось стартануть быстрее. Знаете, вот этот момент, когда хочется уже ничего не думать. Просто сделать, что могу. И все. Такой небольшой мандраж, конечно, присутствует, но он совершенно адекватен, совершенно нормален. Нет такого, что я переживаю. Все будет как будет. Больше всего волнуюсь за велосипед, как еще раз могу сообщить. За плавание вообще не волнуюсь. Завтра скринте буду хорошо плыть. Так, ну и что? Место мое 1479. Это я. 1479, 1479. Все, вешаем велосипед. Все, велосипед висит. 1479, 1479. Завтра все загружаю сюда. Велокомпьютер. Все необходимое. Проверяю еще раз накачку диска. Так, ну и пойдем посмотрим, как я выбегаю. Вот сюда бежишь, забираешь свой мешок и потом по зоне кей. Обычно люблю пройти, знаете, всю трассу для того, чтобы понимать, как именно идти. 1470, что? 1479. 1479. Пожалуйста. 1479. Почти около выхода. Вешаем и идем дальше просматривать. Повесили мешок. Здесь вот пробежали. Сюда скинули мешки и побежали сюда. Что за зона у нас? Завтра утром, кстати, ноу-бэк. Не подойти к мешкам. Но меня это, в принципе, не пугает. Завтра мне нужно подойти к велосипеду только. И все. L и K. То есть вот, короче, бегу сюда до самой последней, до предпоследней. И бегу по этому ряду до своего велосипеда. Пробежимся. 1487, 1478, вот мой. Будет еще один. Значит, все, беру и пошел, и погнал к выходу. Самые сильные женщины все еще бегут. Мы уже готовимся, а самые сильные женщины все еще бегут. Бомба! Эти цвета вот мне очень нравятся. Вот очень нравятся. Очень красивые, как мне кажется. Вот эти вот Марбери. Первый раз вообще вижу, чтобы транзитка была просто в парковке, в паркинге. Это вообще что-то необычное, капец. Надеюсь, здесь уже нужно пешком спускаться, а не залетать, заезжать. Вот это действительно World Championship. Да, друзья, это так. Мой номер D. D, окей, D, так D. Там К, здесь D. Мой будет D. Это что такое, блин? Просто еще ниже спускаемся. Тут девушки, мой номер будет D. Еще раз повторяю для себя. Я предлагаю, в принципе, в следующий раз можно, не выезжая из торгового центра, сделать триатлон. Чемпионат мира. Окей. Или не окей, ни хера. Все фиксирую, на самом деле, в большей степени для себя, чтобы, записав это на видео, проговорив все, больше не ошибаться. Приезжаем мы с той стороны. D, мне нужно D. Вот, 47 по этой стороне. Сверху, где-то вот здесь, 79, пожалуйста. Я взял вещи и побежал вот туда, направо и туда к выходу. Ладно, все, вешаем, проверяем и let's go дальше. 1479, 1479. Let's go, друзья! Конечно же, завтра мы опять же не получим доступа к этим мешкам, поэтому все нужно было сегодня собрать. Я все и собрал. Сюда, сразу направо, еще раз сразу направо и сразу налево. Здесь переодеваемся и куда-то скидываем мешки. Хрен знает, вот сюда, наверное, куда-нибудь, в этот угол. Сейчас идет получение номера, и я свободен на сегодня. Bye. Yeah? Thank you. Ни номера, ни хера. Ну, надеюсь, это я. Все, друзья, домой. Беговой этап будет проходить, в том числе вот здесь. Будет спуск, потом чуть набор под мост. Vamos, vamos! Я вызвал, получается, Саню. Забрал у Леши
рюкзак, который приехал поддерживать, вообще приехал посмотреть чемпионат мира, в том числе поддержать меня. Он вечером приедет к нам, сейчас приедет Саня моя, заберет меня на машине, чтобы я не шел 5 километров пешочком. И после этого мы поедем, сделаем небольшой закуп в магазине, хотя не уверен, что мы это будем делать. Завтра воскресенье, может, ничего не работает, что скорее всего. Все, едем вечер, отдыхаем, готовимся к старту, ложимся спать пораньше, кушаем побольше макарончиков, чтобы чувствовать себя завтра великолепно. Красота, хочется уже стартануть и узнать, какая сила меня ждет. Утро доброе, 6 утра, мы встали, сейчас кушаем. У меня каша со всякими наворотами, банан, инжир, голубика. Что там еще? А, финики. Все, собрал еду с собой. По еде, что будет у нас? Здесь 3 таблетки электролитов. Это пойдет у меня назад. 3 таблетки электролитов. Вот здесь вот буду крепить за велосипедом. Здесь у меня 1 таблетка электролитов и плюс микс там из БЦА. Там еще добавлен БЦА для того, чтобы аминокислоты в ноги мне давали сил. Это пойдет у меня вперед, потом вот это пойдет. И здесь у меня получается 6 гелей вот таких вот. Energy гель по 45 карбона, углеводов. 6 здесь, плюс водичка и плюс электролитная таблеточка разведена. Чтобы пить удобно, чуть добавил туда воды, вроде нормально. Да, пить можно, и она не такая сладкая. Этот гель пойдет перед плаванием сразу. 1 пойдет с собой на всякий случай. И 2 гуавы. Это все. На велосипед вот туда вот хрючево я все это замешаю в одной воде. И вот так вот ртом упаду. Велосипед готов, все проверено, питание поставлено, ботиночки прикреплены, шины проверены, все накачано, все замечательно. Велокомпьютер здесь, мой номер верный. Пора идти на выход, заряжен. Красиво. Леха, передай привет всем. Всем привет, Леха. Это человек, который неподготовленный велик отдал готовность 100%. Идем на старт смотреть профиков и немножко плавать, надеюсь. Вот мы и на старте. Вот мы и одеваем гидрак, разминаемся. Через полчаса стартую. Народу до хрена. У меня еще сегодня какая-то штука из Америки. Это значит гидропатч. Он должен помочь мне сегодня хорошо питаться, не напитывать мое тело водой, электролитами и всем необходимым. Надеюсь, что оно помогает и работает. Как обычно, перед плаванием разминаемся. Скорее всего, поплавать, конечно же, не удастся. Вот и все. Вот мы и погнали. Вот мы и погнали. Я готов, заряжен. Через 4 часа встретимся. Аминь. Давай. Ой, удачи тебе, чтобы все было хорошо. Буду надеяться. Все, ты не переживай сильно. Да, конечно, как не переживать-то, блин. Пока. Размяться не пойдет, да? Он уже размялся. А, воды нет. 20 минут до старта. Вот тут стоит, подмышку поднимая. Вот его группа. Охренеть размеры. Охренеть. Остались желтые, ну и синие 40-44 до сих пор стартуют. Синие закончили, 40-44. Все, сейчас стартует следующая группа. Поехали. 60-64. 60-69, может быть, даже. Ну, короче, молодцы, респект этим мужичкам. Вот Марк машет. Машет. С той стороны. Мыслей, на самом деле, переживаний каких-то сильных вообще не было. Я чувствовал себя замечательно, я чувствовал, что я готов к этому дню, что я сделал все, что я могу, и просто сейчас будет основная новая гонка. Это была моя единственная гонка в этом году, поэтому я думаю, что подошел я к ней в хорошем состоянии духа и полностью готовый к тому, чтобы делать все, что я могу, и показывать все, что я могу. Как началось плавание? Ну все, просто прыгнули, я встал в третью волну, поскольку плыву я быстро. Я не люблю вставать где-то в конце, для того, чтобы сильно много людей не обгонять. Поэтому, встав в одну из первых волн, я проплываю людей, которые передо мной стартанули, и все, и плыву дальше. Уплыл в рассвет. Все на максималках забегают в воду, конечно. Это машина, просто машина. В процессе плавания обгонял многих людей, поскольку передо мной была группа людей постарше, там 70-60 лет. Многих людей обгонял. Один раз, даже извини, пожалуйста, если ты смотришь меня, человек, по которому я проплыл. Я плыл непосредственно на буй, и прямо передо мной человек, кто стартовал раньше, какого-то фига, не сориентировавшись, возможно, в том направлении, куда ему нужно плыть, он начал меня обрезать, подрезать вот прямо передо мной. И мне пришлось просто по нему, по спине, я ему проплыл. Не то, что я его утопил, возможно, подтопил его немножко, но это было не специально, просто неожиданно человек поменял траекторию
пришлось поплыть по нему. Извини, если ты смотришь, и пишите комментарии, если кто-то когда-то из вас тоже чувствовал подобное и по вам тоже проплывали. Я честно скажу, что это не со зла, это просто потому, что вот так получается, что совпадают обстоятельства. На плавании я сильно много сил не потратил, то есть чувствовал себя достаточно хорошо, чувствовал себя уверенно. Кто-то может сказать, что Марк, ты там много сил тратишь на плавание, поэтому потом по какой-то причине ты не можешь бежать, на беге тебя вырубает. Нет, это не так. На плавании я плыву совершенно своим спокойным темпом, рабочим. Я могу ускориться, я могу проплыть это все быстрее, но это тогда будет уже не то, что мне надо. А здесь, ну, как получается, так получается. Все, вышел из плавания, выбежал, сильно быстро не бежал. На плавании я стал 4-м в абсолюте и 2-м в своей возрастной категории. Первая транзитка, кроме шлема, я взял с собой бутылку воды, которой я полился от соли. Думал, что полью ноги, но ноги поливать не стал. Рекомендую вам делать так же. Это не сильно у вас заберет много времени, но вам будет явно приятнее ехать не соленым, а ехать в хорошем таком расположении духа. Первую транзитку, получается, я просто надел шлем, номер не нужен был. Дальше я просто поехал то, что мне нужно было делать. В первой транзитке, значит, произошел неприятный казус. Когда мы стартовали велоэтап, получился такой момент, что я, сев на велосипед, поскольку сзади под седлом есть специальный держатель бутылки, поскольку вот я обычно закидываю ногу вот сзади и сажусь на седло, здесь у меня так сделать не получилось, потому что этот держатель бутылочки, как видите, высота для меня не очень. Вот держателя вот этого бутылочки, он должен крепиться на 2 болтах. То есть он крепится вот здесь и есть еще один болт. Но здесь, сзади, как вы видите, нету снизу специального отверстия для 2-го болта. Этот держатель, вот вы здесь можете это увидеть, вот здесь, он должен быть выше. Поскольку он должен быть выше, а вот здесь расстояние уже слишком маленькое, и я седло сдвинул назад, поэтому если бы этот держатель был выше, то тогда вот сюда бы не зашла бутылка. Мне нужно было, короче, этот держатель никак не ударить, иначе тогда вот так как-нибудь я поехал бы, и, возможно, вообще где-нибудь у меня бутылка упала, я получил бы штраф. Поэтому, чтобы этого не допустить, я садился очень аккуратно, но получилось, что сел аккуратно, и получилось, что столкнулся с человеком, который тоже стартовал, и получилось, что я упал на правый бок. Ничего страшного, просто упал, встал, проверил, что все нормально, и поехал дальше. Это не является никакой большой проблемой. Велоэтап мне очень-очень сильно понравился. Классный велоэтап, интересный. В гору я всегда работал хорошо, сильно, интенсивно. Я добирал людей, обгонял людей. Немного человек меня обогнало в гору. Да и с горы, если честно, уж тоже меня обогнало тоже не так много людей. Ехал я хорошо, ехал я по своим ваттам. К сожалению, поларовский датчик пульса у меня отлетел. Он у меня почему-то по какой-то причине перестал работать. И, блин, ничего я сделать с этим не мог. Я был без пульса, и мне нужно было продолжать мое движение. Но я делал все по своим ощущениям, не сильно перебирая, работая в том диапазоне, в котором я примерно ожидал. Мне очень понравилась велотрасса тем, что все спуски были хорошо просматриваемы. У меня был загружен, вот здесь у меня был велокомпьютер, на нем была загружена трасса, и я видел все повороты, которые мне необходимы. Когда трасса была хорошо просматриваемая, я ехал на лежаках, ветер меня не бил вообще, и утром ветра не было, когда мы стартанули, и первые 45 километров вообще не было ветра. Потом, самый последний участок, когда я ехал, это где-то с 75-го примерно километра, мы ехали вниз, последний спуск, вот там вот я перехватился уже за низы и ехал за низы, потому что стали не такие хорошо просматриваемые участки, все стало так не особо понятно, как ехать. Здесь-то меня уже человек, наверное, 6, может 10 меня обогнало со спуска, но там тоже достаточно хорошие скорости были показаны. Знакомые мои сказали, да, на спуске можно было еще добрать. Можно было, но я, знаете, ради этой минуты-двух, ну, я не думаю, что это стоит того. Я проехал именно так, как я мог. У меня были проблемы с тем, что у меня сильно загружается передняя мышца бедра на моем велосипеде. Почему я вообще Лешин велосипед взял? Потому что у меня сильно загружалась мышца бедра. С этим велосипедом, с этой посадкой у меня не было никаких проблем, за что отдельное спасибо парням-байкфитерам из велостудии Берота. И Алексею отдельное тоже спасибо, который работает сейчас в велостудии Берота. Я могу рекомендовать этих парней как хороших профессионалов своего дела. Они поняли мою проблему сразу, вникли и быстро помогли. Так что записывайтесь на BikeFit. Это, можно сказать, 4-й такой важный этап. Если 4-й, ладно, 4-й важный этап триатлона — это питание, но 5-й этап BikeFit на велосипеде — это прям must-have для того, чтобы вы нагружали именно те мышцы, которые вам нужны. Отдельное спасибо Александру, тренеру моему, который откликнулся и быстро помог. Витя, который сейчас работает в УАЭ, в Волфи Байк, насколько я знаю. В самом конце велоэтапа, когда мы уже спустились с последней горы, я начал опять по прямой добирать людей, обгонять кого-то и уже готовить
готовить свои ноги к бегу. Я был достаточно свеженький и чувствовал себя замечательно. Кстати, смотрите, чем пользуюсь. Для того, чтобы карбоновое волокно вот здесь вот в пазах не скользило и не царапалось вот так вот, как царапается здесь сейчас. Я это заметил у Леши, когда брал велосипед. Есть вот такой вот специальный карбон гриппер плейт, карбон гриппер паста. Понемножку наносите, вот она такого состояния, потом ее растираете, чтобы карбон лучше держался и не оставлял никаких проблем с тем, что он скользит, и вы, допустим, скатываетесь вниз, потому что я даже скатывался вниз у Леши, что мне не особо понравилось. Сейчас нанесем ему такую пасту. Он сказал, что у него есть, и он наносил, но что-то ему как-то не понравилось. Я ему нанесу свою, вот так. Чипсики, бананы, апельсины, печеньки. Гора гелей. Вот такая вот транзиточка. Ой, транзиточка. Пункт питания. Что делают болельщики в то время, как бегуны страдают, расслабляются? Всем по кайфу. Вот очередь в кофейню. Бедная женщина уже 4-й день подряд работает одна на кофе. Очень популярная кофейня. Ну, кстати, очень вкусный кофе тут. Ай, женщины, уже сил нету просто. Экспо сейчас поприятнее, людей поменьше стало. Так что топчик. Перейдя во вторую транзитку, вторая транзитка, кстати, была в подземном паркинге, что тоже очень интересно. Я прибежал сразу, поскольку я знал свою букву, где мне оставлять велосипед, я сразу кричал свою букву «Д». Некоторые люди не посмотрели свои буквы заранее, и потом у них были определенные проблемы с тем, что они не знали, куда поставить велосипед. Так что всегда смотрите все, что вы только можете. Перед стартом пытайтесь уменьшить количество неожиданной информации, которую вы получаете во время гонки. Потому что во время гонки вы можете быть уже в состоянии усталости, и вам может быть уже очень-очень тяжело что-то понять и получить какую-то грамотную, хорошую информацию. Пройдя эту транзитку, быстро я все надел, взял все, что мне необходимо, и выбежал. Вон он, бежит. Марк, давай, вперед! Бег, держись! Молодец! Жив! Бежит в темпе. Красавчик! Вон толпой уже люди прибегают. Осталось чуть-чуть. Остался только лишь беговой этап. По беговому этапу я могу сказать, он очень хорош, он интересный, он не такой тяжелый, как был беговой этап в Новой Зеландии. В Новой Зеландии были прям очень высокие и серьезные горки. Здесь такого не было. Здесь было все чуть полегче. План у меня был бежать по 3:50. Я подумал, что, Марк, ты силен, ты хорош, сегодня твой день. Поэтому я принял решение, что я буду бежать так, как у меня будет получаться бежать. Ну и это со мной сыграло, конечно же, злую шутку. Господи, как же тяжко. С байка сразу на горку. Чуваки с пакетами бегут какие-то. Новая техника. Начал я бежать так, как я планировал примерно. Потом чуть у меня пошло побыстрее. Я чувствовал в себе силы, уверенность, энергию. И в один момент неожиданно для себя обнаружил, что бегу я по 3:30, километр по 3:30 выдал. Это была ошибка, которая уже не позволила мне продолжить гонку так, как я бы хотел ее продолжить. Не позволила мне бежать дальше с темпом 3:50, который я планировал. Меня начало вырубать. Так, машина должна скоро выбежать из-за угла. Ох, волнительно. Это 7 километров. Марк, давай! Вперед! Тяжковато, но бежит. Разворотный поворот. Бегом! Вперед! Давай легких ног! Отдыхаем! Давай! Начались пробочки. Вот такие вот. Но ничего, мы переправимся на ту сторону. У меня есть 7 километров, чтобы понять, как добраться туда. И занять удобное место на финише. Это самое сложное. Первые 10 километров, первый круг, бежал я хорошо и чувствовал себя хорошо. Здесь можно сделать какие выводы, друзья? Вы вот готовы всегда на определенный результат, и вам, возможно, даже тренер говорил этот результат. На что вам нужно рассчитывать? Вот эти вот свои мысли о том, что, да я хорош, да я силен. Да, конечно, вы можете об этом думать, но, знаете, организм не обманешь. Если ты готов на определенный результат, если ты готов на определенное время бежать по определенному темпу, быстрее бежать у тебя вряд ли получится. Но я, как говорится, я показал свою смелость, начал быстрее, чем я мог, ну и поплатился за это на втором круге. Второй круг я уже просто дострадал. С 18-го километра был момент, когда прям очень тяжело уже был момент, хотелось даже заплакать, возможно. Да-да, так тоже было. Но пройдя эту дистанцию, меня обогнал Женя Тихонин, который, кстати, занял 3-е место в своей возрастной, с чем я тебя
поздравляю. И вообще, многих людей я встретил, кто достаточно хорошо выступил. Кто-то оказался недоволен своим результатом, кто-то хорошо выступил и оказался доволен своим временем. Друзья, вы все получили удовольствие, вы все большие молодцы и все сделали то, что вы могли сделать. Я думаю, что каждый из вас получил определенный опыт и получил определенное удовольствие от этого старта. И ради этих эмоций мы как раз с вами и занимаемся триатлоном. Что же до меня, то последний километр я чуть подускорился для того, чтобы быть чуть побыстрее и финишировал. Осталось 300 метров. Сейчас должен прибежать уже. Я уже сама устала, перенервничала вся. Нормально набегает. Все, чуть-чуть осталось. Поворот и все. Марк, давай! Марк, вперед! Финишируем! Все. Я жив, все норм. Я, оказывается, из 4:30 даже вышел. Я лучший. Ты лучше. Лучше меня, ну, я не знаю никого. Там есть рыба внутри. Без рыбы. Плавание, ну, записывайтесь на тренировки ко мне, видимо. Причем я, кстати, не такой быстрый по общему. Шок. Еще и второй. Кто, блин, первый, блин? Покажите мне его. Я ему, блин, наваляю. Вел, короче, сделал норм. Цепь слетела. Вообще, вот, типа, слетела с системы вправо, да. Только 2 раза. Нормально. Друзья, вообще норм. Цепь не переключилась с большой звезды на маленькую, когда это необходимо было. Только, 3 раза. Вот это, я считаю, это вообще ничего. То есть всего лишь 5 проблем, которые могли привести к тому, что я дальше не поеду. Я считаю, это вообще изи. На велосипеде я так лежал вообще. Лех, тебе спасибо большое, велосипед хорош. Нормальный велосипед, мне кажется. Нормальный велосипед я сделал. Да, нормально, комфортно. Правда, я натер, по-моему, себе все, что можно было натереть. Я потом покажу на видео специально, где натер. Ну а бег, короче, жесть. Я там посмотрел, что у меня был отрезок по 3:30. Там меня прям видно, как вырубило после 10-го километра. По 3:30 у тебя отрезок был, когда я за тобой бежал, снимал. Это я, чтобы ты не бежал за мной. Бег надо было грамотнее разложиться, но я считаю, я сделал все, что я мог. И если бы бег я правильно разложился, но я бы снял минуты 2-3, 4:25 было бы, а не 4:28. Я считаю, норм. Мне старт зашел. Я хотел кайфануть, я кайфанул. Спасибо большое моей поддержке. Кого я видел? Это я видел Саню. От тебя пивком пахнет. Да, пивко было. Это я видел Лешу. Тебя я не видел. Целоваться не будем. Я видел Олега, вот он. Замечательно. Пришли кушать. Пицца, бургеры. Леха говорит, что из россиян я второй. Из известных ему, из тех, за кем он следил, я второй. Следил Леха за двумя. Доволен, как слон. Хорошо проплыл, хорошо проехал. С триатлоном на этом пока мы чуть подзавязываем, для того, чтобы понять наши цели, будущее, зачем мы это делаем, что мы хотим добиться. Трасса сама классная. Велосипед. Была одна горка с самого начала, такая мощная, хорошая. С 10-го километра примерно началась до 18-го. Хорошо, да, на ней нужно было поработать, а потом ты все время едешь роллинг. То есть очень хорошо просматривается дальше трасса, поэтому все время можно ехать на лежаках, быстро ехать. То есть трасса не такая техничная. Последние километров, наверное, 10. Вот там было достаточно технично и поднялся уже ветер, поэтому иногда приходилось переходить на низа. В целом, велосипедом доволен. Бег. Тренер тоже сказал, что все кайф. Вот он, заветный чемпионат мира. Я это сделал. Я его прошел. Я доволен тем, как прошло мое выступление. Всем большое спасибо за поддержку. Я получил много слов поддержки от вас в Инстаграме. Вот здесь ссылка на Инстаграм. Я получил много слов поддержки под прошлым видео на Ютубе, которое вышло. Вот здесь оно. Огромное, друзья, вам спасибо за такую классную поддержку, за то, что вы есть у меня. Мне очень приятно. Спасибо большое. Такая вот красивая медаль. Доволен тем, как прошла эта гонка. Для меня самое важное было это кайфануть, получить удовольствие. Да, я хорошо достаточно выступил. Как я понимаю, я стоял второй из россиян. В своей возрастной категории я стал третий из испанцев. Ну, топ вообще. Испанцы, только 2 испанцев меня обогнали, причем оба этих испанца обогнали меня на беге. Кайф, друзья. Я хотел не умереть на велосипеде, я хотел, чтобы велосипед меня не подвел. Были, вы знаете, небольшие проблемы вот здесь вот с переключателем. 2 раза всего у меня упала цепь туда, в ту сторону.
машину. С большой цепи у меня 2 раза спадала цепь. И где-то 3 или 4 раза у меня с большой звезды на низкую у меня не переходил переключатель. Это тоже проблемы, с которыми я столкнулся. Я их успешно решил. После этого велосипеда я хотел классно пробежать. Я считаю, что 4:09 это время, конечно, не замечательное, но после набора 1800 метров на велосипеде это хорошо. Тренер меня похвалил, сказал, что я молодец. Спасибо большое, что вы меня поддерживали. Спасибо большое, что смотрели мое выступление, поддерживали меня на протяжении всего моего периода подготовки к этому Ironman. А дальше у меня планы. Я в следующем году хочу сосредоточиться на велосипеде больше. Хочу уменьшить количество бега, но бег у меня скоро будет валенсийский марафон. И именно к нему мы с вами сейчас в течение этого месяца будем готовиться. Друзья, момент, который очень важен, и я об этом не говорил. В следующем году я хочу отдохнуть от триатлона. Я не буду делать никакие, скорее всего, старты триатлонные длинные, айронменовские. Я не собираюсь отбираться на следующий год на Ниццу. Я не собираюсь на следующий год отбираться на Кону или куда бы то ни было, потому что у меня есть классная новость. Те, кто подписан на меня в Инстаграме, уже это знают. Вот это наша семья. На ней есть Мерв, на ней есть я, на ней есть Саня. На ней есть кое-кто еще. Вот он находится вот здесь. Именно поэтому я хочу насладиться следующим годом и провести его с семьей. Ну а как у меня это будет получаться, следите в Инстаграме. Ну и, конечно, на Ютубе, куда без этого. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мне будет приятна любая обратная связь от вас. И, кстати, очень приятно встречать на стартах людей, которые уже являются моими подписчиками или смотрят мои видосы. Друзья, всем большое спасибо. Обнял, друзья, встретимся с вами на старте. Бум!